Опять тема месячных. Хочешь быть лучшим в общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, уделяй жене особое внимание во время месячных и показывай ей это. Маймуна, радийаллаху анха, рассказывал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ласкал своих жен, когда у них были месячные поверх изара. То есть приказывал им завернуться изаром, то есть часть между пупком, допустим, или коленами. В наше время это еще облегчено. Есть, допустим, женщина одевает белье, есть всякие средства, прокладки и так далее и тому подобное, и проблем нет всем остальным телом наслаждаться. То есть, вот смотрите, пророк, у него 9 жен, и у одной из них меньше. У него есть уже, да ладно, ну, отдохни, отпуск тебе, не буду к тебе прикасаться. Но несмотря на это, он все равно находил время. Пророк, правитель, шейх, родитель. Также и находил время для таких вещей, братья. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, Маймуна ласкал своих жен, когда у них были месячные поверх изара. Хадис перевел Бухари. Анас, радийаллаху анху, рассказывал, если у кого-то из иудейских женщин начинались месячные, их мужья не ели с ними. В наше время некоторые люди практикуют это и в странах СНГ. Не пили и не находились вместе с ними в домах. Вот это кто делали? Те люди, которые вам сейчас фильмы снимают про то, как надо строить мужчины отношения с женщиной и женщина с мужчиной. И вы, открыв рот, смотрите это кино. И потом берете с них пример. То есть я обращаюсь к общине в общем. И однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили об этом. После чего Всевышний Аллах субхану не спасал. То есть о том, что вот иудеи так делают. А у нас какое положение? После этого Всевышний Аллах не спасал аят «Ваисалюнака аниль махид, куль хуа ада». Они спрашивают тебя о менструации, скажи, они причиняют страдания. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал мусульманам есть с женщинами, у которых идет менструальный круг, и пить с ними, и находиться с ними в домах, и делать с ними что угодно, кроме половой близости. Аллах субхану сказал, скажи, они причиняют страдания. Женщине и так плохо. А еще ты к ней как прокаженный относишься. Это неправильно, баракаллаху. Полезные выводы из хадисов. Во-первых, указание на достоинство этой общины. Валлахи, у этой общины, пусть Аллах еще больше ей достоинства добавит. Аллах ее наделил тем, чем в истории человечества никакую общину не наделил. И это из милости Аллаха субхану ва тааля к нашей общине, и из милости к нам всем за то, что Он сделал нас из этой общины. Указание на то, что вопросы следует задавать обладателям знания, особенно знатокам хадиса. Кого сахабы спросили? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Третье указание на то, что знание это то, что пришло от Аллаха и Его посланника, а не то, что пишут на форумах всяких, как мы сказали, этих психологических, уже даже эти слова тяжело выговорить, тяжело запомнить, семинарах и так далее и тому подобное. Нет. Знание это то, что пришло от Аллаха и пророка. Знание о том, как строить отношения между супругом, мужем и женой, надо где искать? В том, что пришло от Аллаха и пророка. Пятое указание на запрет говорить в религии Аллаха без знания. Где на это довод, братья? Когда сахабы спросили, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сначала ничего не сказал, и после этого Всевышний Аллах не спаслал. То есть сам пророк сам от себя ничего не сказал. Седьмое указание на красоту нашей религии. Восьмое, братья, указание на то, как ислам возвысил женщину. Восьмое указание на то незавидное положение, которое занимает женщина в других общинах. Вот у иудеев, у Бану Исраиль, не едят с ней, не пьют с ней, даже некоторые из дома выгоняют. Какое у них незавидное положение. И многие мусульманки берут себе примером этих женщин. Аллаху муста'ан. Вместо того, чтобы... Я к каждому мусульманину обращаюсь, к каждому брату и каждой сестре. Вот вопрос каждому. Пусть каждый сам себе думает. Если, братья, баракаллаху фикум, или сестры, вы 10%, я не говорю 100%, не 90%, 10% из того времени, которое вы смотрите фильмы, посвятили бы изучению сунны. Сколько бы вы узнали из сунны? Всего лишь 10%, десятую часть. Проанализируйте то время, которое вы тратите на фильмы и так далее. Девятое указание на благое отношение к супруге. Десятое указание на то, что муж должен уделять внимание супруге во время ее месячных, чтобы она не чувствовала, что он относится к них брезгливо.
И так как она нуждается в ласках, проявлении к ней нежности и чувств во время болезненных дней. Поэтому женщина очень себя плохо чувствует. У женщины даже известно всех ПМС называется. То есть то, что женщина неадекватная перед менструальным циклом. Потому что у нее некий вид какого-то душевного дискомфорта. Поэтому шариат запретил нам разводиться с женщинами до месячных и во время месячных. Потому что она не в себе. Она в такие моменты требует, что ласку, чтобы к ней, как к ребенку, чтобы к ней относились. Баракалуф. 11. Указание на то, что месячные являются страданием для женщин. И страданием для тех мужчин, у которых одна жена. 12. Указание на дозволенность во время месячных любых видов ласк между мужем и женой, кроме половой близости. 13. Указание на то, что женщины во время месячных обязаны одевать что-то или прокладывать что-то, подкладывать что-то в виде прокладок, чтобы ее кровь не вышла наружу. 14. Указание на то, что в религии ислам есть ответы на все вопросы. Если пришло разъяснение по поводу женской менструальной крови, братья, то в нем, то есть в исламе, тем более есть разъяснение того, как строить государство, как правильно делать джихад, как правильно вести призыв. Так или не так? Тем более должно быть баракаллаху фикум. И оно есть. 15. Указание на то, что тот, кто хочет хорошо относиться к жене, должен изучать сунну. 16. Указание на то, что та сестра, которая желает хорошего отношения со стороны мужа, должна побуждать мужа к изучению сунны и помогать ему в этом. Услышала ты какой-нибудь хадис? Напиши его и прикрепи к стене. Муж придет, прочитает. А что ты повесил? Да просто хочу выучить этот хадис, скажет она ему, не будет. И скажет, я для тебя. А еще пусть повесит в таком месте, то есть не так прямо в дверь. Не так прямо в дверь, как рассказывает. Есть хадис, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если кто-то из вас что-то делает, пусть делает это как надо, то есть должным образом. И один мужчина женился, жена плохо кушай готовит. И он написал этот хадис и приклеил его на кухне. Потом баракаллаху фикум приходит с работы, ложится спать, и этот же хадис его над кроватью. Если кто-то из вас что-то делает, пусть делает это должным образом. Баракаллаху фикум. Поэтому сделай это, сестра, так, чтобы не так в каком-то явном месте, а где-нибудь положи там где-нибудь на тумбочку и так далее, чтобы случайно ему это попалось. Баракаллаху фикум. Или же скажи, вот я видела хадис, можно узнать достоверно и недостоверно, а можно узнать шарх этого хадиса. А как? Вот таким образом, всякими такими мягкими методами подойди к мужу. Указание, братья, также в хадисе на прелесть и красоту сунны. И на то, что изучая ее, увеличивается иман. А также на то, что людям следует оставить разговоры о том, кто и что сказал, от которых у них только падает иман, и заняться изучением сунны. Аллаху алейкум.